Всем привет! В этом видео я расскажу, как мы подтверждали статус Common Law отношений для иммиграции в Канаду через систему Express Entry. На официальном сайте Канады в разделе Express Entry можно найти, что в контексте иммиграции Common Law означает, что пара прожила вместе не менее 1 года без заключения официального брака. Тут хочу отметить, что это должно быть непрерывное сожительство в течение 1 года, а не периодическое сожительство, составляющее в сумме 1 год. Но понятное дело, что если человек, например, уезжает в командировку, то это не будет считаться прерыванием года жизни вместе. Но разлука должна быть кратковременной. Common Law отношения существуют со дня, когда два лица могут предоставить доказательства, подтверждающие их совместное проживание в супружеских отношениях. Такие отношения устанавливаются в каждом отдельном случае на основании фактов, которые аппликант предоставляет для подтверждения. В этом и есть отличие таких отношений от брака, установленного законом. Какие же документы необходимо предоставить для подтверждения Common Law отношений? Форма EMM 5409. Я немножечко позже про нее подробно расскажу. Если ранее были официально заключенные браки или подтвержденные Common Law отношения, необходимо предоставить документы об их расторжении. Теперь блок документов для доказательства совместного проживания не менее 12 месяцев. Доказательство совместного владения жилым имуществом. Договор об аренде жилья, где вы оба числитесь жильцами. Доказательство совместного погашения коммунальных счетов, например, газ, электричество, интернет, а также совместный кредитный или банковский счет. Необходимо будет предоставить минимум 1 совместный чек. Страховка транспортного средства, где оба прописали один и тот же адрес. Копии документов, выданных правительственными учреждениями, где, опять же, оба прописали один и тот же адрес. И здесь необходимо минимум по 1 документу на каждого человека. Также можно предоставить другие документы, которые будут подтверждать один и тот же адрес. Если вы не можете предоставить минимум 2 документа из документов, которые я выше перечислила, то необходимо будет предоставить все ниже следующие документы. Доказательство прошлого совместного проживания в течение минимум 12 месяцев. Доказательство поддержания контакта. Это могут быть распечатанные смски, письма, имейлы, беседы в социальных сетях или какие-либо другие документы, подтверждающие контакт между вами. Нужно будет предоставить не более 10 страниц вместе с переводом. Доказательства поездок друг к другу, билеты, посадочные талоны, сканы паспортов с визами. Если вы не навещали друг друга, необходимо будет предоставить заполненную форму EMM 5532. Также надо будет предоставить фотографии, которые показывают, что вы в отношениях. Не больше 20 фотографий. И правильно их надо будет подписать. Об этом тоже расскажу чуть позже. Документы, которые показывают, что вы признаете друг друга партнерами, например, страховки. Документы, в которых показано, что вы признаете друг друга финансово. Можно предоставить выписки из банка с переводами друг другу. Подтверждение того, что ваши отношения признаются родственниками, друзьями и обществом. Здесь можно предоставить личные письма от друзей и родственников и информацию из социальных сетей, которые показывают, что вы являетесь парой. А также другие документы, и здесь формулировка includes, but is not limited to. И это самое основное в этой формулировке, потому что иммиграционный офицер вправе запросить у вас любые документы, которые, на его взгляд, могут носить информативный характер для подтверждения ваших отношений. Хотя официально написано, что все документы, которые я перечислила, загружать не обязательно, но мой совет: лучше загрузить максимально большее количество документов, которые показывают и доказывают ваши отношения, для того, чтобы избежать дозапросов и возможных задержек в рассмотрении кейса. Какие же документы мы отправляли первоначально? Форма EMM 5409. Мы заверяли эту форму у нотариуса, показав ей наши договора аренды, тем самым подтвердив, что Common Law отношения у нас с 2021 года. Здесь вы можете видеть, что мы оба поставили свои подписи, далее идет подпись нотариуса вместе с печатью. Печать расшифрована и переведена на обратной стороне формы. В форме вы также можете видеть несколько строчек, где можно описать ваши отношения. Мы написали, что мы начали встречаться в 2019 году, но сделали акцент, что Common Law отношения у нас с 2021 года, когда мы начали жить вместе и что мы можем предоставить доказательства.
договора аренды из квартир в Москве и в Астане, где вписаны оба. Также мы предоставили совместные фотографии. В основном это были селфи. Далее я расскажу, почему это было ошибкой. Конверты от писем МСС, в которых нам прислали ECA-репорт на один и тот же адрес. И также мы предоставили визы из паспортов как доказательство совместных путешествий. Отправили мы наши документы 7 августа, а 12 сентября нам пришел ADR, Additional Document Request. Как вы видите, в письме не указано, какие именно документы необходимо загрузить с нашей стороны. Просто дополнительные документы. И дали нам на это всего 7 дней. Мы взяли консультацию миграционного специалиста. Консультант пояснила, что важно доказывать как факт совместного проживания, так и факт романтической составляющей ваших отношений. Самой главной нашей ошибкой было то, что мало было доказательств именно романтической составляющей наших отношений. То есть, как нам объяснила иммиграционный консультант, для офицера важно, чтобы обе этих составляющих вы доказали. Слишком большие договора аренды. Мы туда загрузили как договора аренды, так и приложение к договорам аренды, где был акт приема передачи квартиры, тоже большой, вместе с переводом. Это можно было не делать, сэкономить очень много места, так как при загрузке документов в экспресс-центре на один файл дается всего лишь 4 мегабайта. Фотографии. Мы их неправильно оформили. Мы делали скрин фотографий с телефона, чтобы там была видна дата, когда была сделана фотография. А также все фотографии практически у нас были селфи. Фотографиями вы доказываете, что в социуме вы позиционируете себя как пара. Поэтому важно, чтобы на фотографиях присутствовали вы, возможно, ваша компания друзей, чтобы было видно хотя бы на нескольких фотографиях. На этих фотографиях должно быть видно, что вы ведете себя именно как пара, потому что иммиграционный офицер может обратить внимание на то, улыбаетесь ли вы на фотографии, как далеко друг от друга стоите, смотрите ли вы друг на друга и так далее. Подписи к фотографиям должны быть в следующем формате. Дата, когда происходило событие, которое вы показываете на фотографии, кто на фотографии присутствует, что происходит или что вы делаете на фотографии. Например, наша фотография, подпись вы видите. Какие дополнительные документы мы загружали? Заявление от основного аппликанта. В этом заявлении Андрей, как основной аппликант, написал краткую историю наших отношений и сделал акцент на нашем отношении друг к другу. Можно написать здесь, как ваша половинка поддерживала вас в трудные времена, что вы прошли горести и радости, как бы банально это ни звучало. Также мы загрузили дополнительные фотографии, уже другие, где не только мы и нету с фотографий селфи, и оформили их правильно, как я говорила ранее. Письма от наших родителей и друзей с совместными фотографиями. Друзья, здесь хочу подчеркнуть, что не надо недооценивать личные письма от родителей и друзей. Для миграционного офицера важно знать, что в кругу друзей в социуме вы позиционировали себя именно как пара, что вас совместно приглашали на какие-то мероприятия, что вы посещали их совместно, например, дни рождения, свадьбы и так далее. И, например, в нашем случае можно сказать, что друзья были свидетелями развития наших отношений. И это они и написали в своих письмах. Скрины и переводы совместных переписок. Тут важно, чтобы в переписках вы обсуждали какие-то совместные действия. Например, мы прикрепили скрин нескольких переписок, на одной из них мы обсуждали выбор квартиры для будущей аренды, на другой мы обсуждали будущий совместный отпуск. Банковские переводы друг другу за время отношений как показатель финансовой поддержки друг друга. Мы прикрепили выписки из банков, где были показаны, кому совершен перевод и от кого был совершен перевод, прямо с начала наших отношений, с 2019 года по настоящее время. Также мы прикрепили подтверждение совместных путешествий, посадочные талоны, где написаны места в самолете рядом, билеты в одно и то же место назначения, резерв отелей, где вписаны оба гостя, страховку жизни на время путешествий, тесты ковида, сданные в одном и том же медицинском учреждении, страховки машины родителей, куда вписаны оба. Если вам пришел Additional Document Request, в вашем профиле экспресс-центре появится окошечко, куда можно будет загрузить этот дополнительный файл. Опять же, размер этого файла должен быть не больше 4 мегабайт. Этого может быть мало для тех документов, которые вы собираетесь загрузить. У нас, собственно говоря, так и было. Поэтому часть документов мы отправили через веб-форму.
В веб-форме тоже есть ограничения по размеру. Можно в одну форму загрузить не более 3,5 мегабайт, но при этом один из файлов должен быть не более 2 мегабайт. Также хочется про веб-форму немножко сказать. Мы звонили в IRCC как раз для того, чтобы узнать про документы в веб-форме. И нам сказали, что файлы через веб-форму могут рассматриваться до 1 месяца. Поэтому лучше загружать все в один файл в экспресс-энтри, ну или просто имейте в виду, что есть такие большие сроки. Итак, какие документы мы загрузили в основной файл, которые могут рассмотреться быстрее, и какие документы дополнительные мы загрузили в веб-форму. В основной файл, соответственно, заявление основного аппликанта. Повторно загрузили форму AMM 5409, потому что в предыдущем файле она у нас очень размытая была, из-за того, что мы довольно много сжимали файл, чтобы поместить его в 4 мегабайта. Письма от родителей и друзей, фотографии, переписки и банковские переводы друг другу. Соответственно, в веб-форму у нас вошли доказательства совместных путешествий и страховки на машину. Почему же просто не расписаться? Мы изучали этот вопрос тоже. Да, возможно, было бы проще расписаться и не искать доказательства для подтверждения common law отношений. Но мы поискали информацию в чатах, и по опыту предыдущих иммигрантов, даже если вы поженитесь, особенно если вы поженитесь незадолго до подачи документов в экспресс-энтри, иммиграционный офицер также может запросить какие-либо дополнительные документы. Мы немножечко поискали информацию и выяснили, что из дополнительных документов могут запросить следующее: приглашение на свадьбу, фото с праздника, количество гостей, смету ресторана и прочие всякие вещи, которых у нас на тот момент не было, а мы уже к тому моменту довольно долго жили в Казахстане. У нас здесь были друзья, но звать родителей и друзей, которые разъехались по миру, и делать свадьбу, которую бы нам хотелось, тогда казалось нецелесообразным. Отдельно хочется отметить, что если пара никогда не жила вместе или жила вместе меньше года и считает себя в статусе гражданского брака, можно подтвердить и такие отношения. Однако пакет документов для того, чтобы подтвердить такой случай, может отличаться от тех документов, которые я перечислила в этом видео. В таком случае я бы рекомендовала взять консультацию иммиграционного специалиста для того, чтобы обезопасить себя и для того, чтобы не было дозапросов документов или каких-либо отказов в случае неправильно составленного пакета документов. На этом блок видео про процесс иммиграции в Канаду подошел к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментарии. Я отвечаю и помогаю всем, если уверена в информации. Спасибо большое за просмотр и удачи!